Друзья, вас всех приветствую на канале Веселый Инженер. Этим видео мы начинаем, так сказать, учебный год, потому что все уже пришли в свои учебные заведения, будь то техникум, будь то университет, а может быть кто-то учится в школе и смотрит мои видео. И сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, как я вижу чертежи. То есть, вот когда мне в руки попадает чертеж, первое, что я вижу, это можно сравнить с чтением чертежа, это можно сравнить с аналитикой чертежа. Ну, абсолютно не принципиально, как это вы будете называть, но скажу вам так, что когда чертеж попадает человеку, абсолютно не связанному с техникой, то это один вопрос, для него это просто какие-то каракули, которые описывают какую-то деталь, а для инженера, особенно инженера профильного, который разбирается, что на чертеже присутствует, а может быть он хочет воспроизвести то, что нарисовано, путем написания технологического процесса, описания маршрута и так далее, то, конечно, он видит совсем по-другому. Я в двух словах просто хочу вам рассказать вообще азы, да, как меняется мировоззрение, да, инженера с получением определенных знаний, определенного опыта, и что привнесли во все это новые технологии разработки чертежей. Итак, давайте начнем с того, что вот когда попадает какой-то чертеж, что хорошего нам принесли сегодняшние технологии. Вот смотрите, можно сделать вот такую вот 3D-объект, да? То есть то, что у вас в 2D изображено, да, вы можете показать в 3D. Мне, так как я имею уже большой опыт работы, уже больше 21 года я в этом всем варюсь, то для меня это элементарно, и я, увидев вот такой вот чертеж в 2D сделанный, я уже могу понять вообще, о чем идет речь, потому что, ну, я не знаю, как это получается, наверное, это какая-то профессиональная такая уже деформация, да, трансформация мозга, да, то есть ты видишь просто и сразу понимаешь, что и как. То есть вот это позволило нам на сегодняшний день, раньше это называлось аксонометрия, да, то есть мы это чертили вручную, там делали вот такие оси, да, там невидимые, потом сюда вписывали нашу деталь, тут отступали все размеры, чтобы это все было в масштабе. То есть это было настолько сложно, что просто, ну, сегодня, если это представить и заставить это делать, наверное, современную молодежь, да, то технические вузы будут пустеть и пустеть с каждым днем, потому что так как это стало просто делать сегодня, да, то раньше это все было делать намного сложнее. И, конечно, сказать, что это напитывало студентов какими-то знаниями, да, вот это то, что мы от руки это тут все высчитывали, вымеряли, потом сюда отступали, это все прочерчивали. Ну, это очень было тяжело, да, но сказать, что это прям придавало какие-то знания, ну, в принципе, исходя из того, что инженерная школа была очень мощная, да, и в советские времена, и постсоветская еще, да, школа, то есть достаточно мощная, то, конечно, наверное, в этом был какой-то смысл. Смотрите, это один вопрос. Второй вопрос. Мы смогли с помощью управляющих, говорю, это уже тоже профессиональное, да, с помощью различного софта, да, то есть будь то там Компас 3D, T-Flex, AutoCAD или другой какой-нибудь иностранный софт, да, более такой продвинутый, может быть. У китайцев в основном, кстати, они пользуются AutoCAD почему-то, не знаю почему, где-то просто какой-то T-Flex. У нас на сегодняшний день мы пользуемся компасом 3D, достаточно, я считаю, продвинутая программа, и она помогает очень быстро адаптироваться к изображению какой-то детали в виде чертежа. Итак, вот видите, что здесь намного все проще стало, быстрее. Есть в компасе много элементов, которые можно уже взять готовые из базы. Опять же, все допуски, все эти обозначения, все различные какие-то вот углы, да, то есть вот эти вот канавки, все, что стандартное, то, что повторяется от детали к детали, конечно, все это можно просто брать из определенных источников в самой программе и не заниматься, собственно говоря, черчением. Это тоже очень упрощает жизнь. Итак, как же я вижу чертеж? Вот я беру чертеж, и первое, что я думаю, да,
что из чего я буду изготавливать, то есть как будет выглядеть моя заготовка. Как увидите, эта деталь, да, она, в принципе, это не тело вращения, конечно, здесь есть определенные отверстия, да, такие отверстия под углом, то есть, но это не делает эту деталь телом вращения. Это скорее такая маленькая корпусная деталь, да, и в принципе, да, то есть вот в этой детальке такие вот поверхности, которые я бы для заготовки выбрал паковку, да, то есть это было бы, наверное, оптимально. Но, как вы видите, здесь выбран круг какой-то. Почему выбран круг, я просто не понимаю. Ну, наверное, я беру, понимаете, все чертежи, либо мне их присылают, либо это из открытых источников, поэтому не исключено, что это делал какой-то студент, поэтому мы сейчас посмотрим немножко и, возможно, будем по ходу действия, да, исправлять какие-то ошибки. То есть, ну, не исправлять, а для себя просто их отмечать, чтобы нам не допускать их в будущем, или выявлять, если вы являетесь инженером или нормоконтролером каким-то, да, чтобы вы могли где-то выявлять эти ошибки. Итак, видите, круг выбран, я считаю, абсолютно неправильно, то есть, ну, опять же, я не знаю, откуда ты чертеж, поэтому сложно говорить о том, кто его разрабатывал. Наверняка это не с производства. Потому что, смотрите, почему круг? Ну вот представьте, вот это вот ваша деталь уже готовая, да? А сейчас возьмем круг. Так, не так, а вот так. Вот такой круг. Ну, чтобы вписать эту всю деталь, да, конечно, он будет немножко меньше. Наверное. Ой. Так. Короче, не получается круг, очень сложно в этой программе. О, вот так хорошо. Вот видите, вот так круг. Вот он круг. И представьте, вам необходимо, чтобы только придать контур этой детали, вам нужно вот это все, я сейчас отсеку, это, да, вот это все надо будет отфрезеровать, причем, вот так давайте, причем на всю вот эту длину, да, то есть это вот все вот это мясо придется сфрезеровать. Причем это поворачивать надо тут под углом, да, потом эту площадку, потом эту. Здесь вот, наверное, нужно будет зажимать какой-то 4-кулачковый патрон, то есть вот так по 4 сторонам. И вот это вытачивать все, да. Ну, то есть представьте, насколько это все сложно. Конечно, эту деталь вообще в идеале, да, такие детали их отливают, да, сразу. То есть она имеет такую достаточно, ну, сложная, конечно, форма. Не скажу, что это очень простая, но можно вполне ее отлить. То есть 2 штыря, то есть здесь отливочку сделать. И потом только чистовую обработку произвести. То есть вот эти штуцеры, все, их отливают, и получаются они очень даже ничего, да. Или, допустим, их там специальная штамповка есть, это штампуют уже сразу с отверстиями, тоже в принципе как вариант. Так вот, что я вижу, глядя на такие чертежи, да, то есть первое, что, как вы уже поняли, я вижу саму заготовку, да, я примерно представляю, как я буду обрабатывать, как я буду придавать, и чем я, как придавать форму, и чем я руководствуюсь, да, при выборе вот этой заготовки. Конечно, в первую очередь я смотрю на трудоемкость, то есть мне нужно понимать, как я вам сейчас описал, что если делать из круга, это надо все фрезеровать, и я просто представляю, как это все происходит в процессе, как это фрезеровщик ставит каждую деталь, или там несколько деталей в наборе, сначала одну поверхность фрезерует, потом вторую, либо это обрабатывающий центр, он нажимает и все эти поверхности очень долго обрабатывает, если это пятиосевой, допустим, какой-то пятикоординатный, да, пятиосевой, вернее, обрабатывающий центр. Ну, блин, это, конечно, нонсенс, да, потом нужно будет сверлить отверстия и так далее. Поэтому тут надо, самое главное, это просто банальная трудоемкость. Когда вы делаете трудоемкость, да, вы прошли, то есть определились заготовкой, вы должны понимать, что передать, какое послание передать инженеру-технологу, который будет изготавливать, да, непосредственно вашу деталь. Для этого вы пишете вот эти технические требования. То есть вы пишете, что контроль качества материала заготовки производить в соответствии, острые кромки скруглить радиусом 0,2. Такое странное выражение, да, скруглить. Ну ладно. Маркировать ударным способом шрифт 4, такой-то ГОСТ, марку стали, обозначение чертежа. Конечно, надо понимать, где маркировать, да, то есть должно быть обязательно на чертеже указано. Вот здесь указано, видите, пункт 4, хорошо, это уже плюс большой. На поверхности штуцера выполнить кренение с обоих сторон глубиной 0,5, 1,5, хорошо. Допускается материал круг такой-то. Общие требования.
ОСТ, ну, хорошо. То есть вы сюда можете записать все, что угодно. Иногда, понимаете, бывает чертеж, вот такой чертеж, и вот там вот столько там на в две колонки написаны какие-то технические требования. Да? В основном, конечно, такие требования предъявляются сборочным чертежам, то есть там конструктор уже, у него полет фантазии просто гигантский, поэтому, конечно, в таких простых чертежах столько писать не нужно. Конечно, можно указать, допустим, твердость для заготовки, еще что-то, то есть ряд параметров, которые, наверное, ключевые будут для такого плана детали. Дальше, когда вы определились с заготовкой, вы описали технические требования для инженера, да, которые вы хотели описать, вы дальше переходите уже непосредственно к самой конструкции. То есть вы смотрите, что бросается сразу в глаза, да, тут есть какие-то допуска, пересечение осей, перпендикулярность, да. Здесь, видите, ссылка на базу есть, база D — это ось, хотя считаю, что оси неправильно указывать базами. База должна быть поверхность, да, то есть ось это ее не существует, она все равно строится от поверхностей, поэтому лучше указать базу D именно поверхность, да, отверстие. Это будет более правильно. Но это мое, опять же, субъективное мнение. Может быть, кто-то, конструктор, посчитает, что я не прав, и тоже он будет прав, потому что правда у всех своя. Дальше, когда вы определились, здесь, видите, базы нету, да, то есть откуда перпендикулярность чего и чего, непонятно. Ну, предположим, что это вот этого отверстия, да, и вот этого вот торца перпендикулярность, ну, хорошо, пусть будет так. Главное, что, видите, я понял, кто-то может не понять, но, в принципе, все понятно. Кто не поймет, тот уточнит у конструктора, и он ему обязательно пояснит, что он имел в виду. Это самое главное. Так, определились, а потом мы, как я вас всегда учил, я, допустим, сразу смотрю, так, думаю, так, это мы просверлим, это тут расточим, тут проточим, тут просверлим, тут прошлифуем, потом смотрю, ага, беру и выделяю для себя самые точные поверхности. Вот я выделил поверхность, допустим, М42, 6H, да, то есть это резьба, как-то она здесь плохо обозначена, ее вообще не видно, М42, то есть, ну, может быть, просто чертеж так мелко сделан в масштабе таком, ну, ничего страшного. То есть вы смотрите так, М42, 6H, это говорит о том, что резьба достаточно точная, конечно, по-хорошему ее надо шлифовать, ну, и, в принципе, резцы сейчас режут неплохо, даже, я думаю, что вполне 6H можно на определенных режимах с определенным инструментом, да, скорее всего, импортным инструментом, можно вполне себе получить такие шероховатости. Дальше просверлили, вот видите здесь 6,3, шероховатости все из-под сверла. Вы знаете, что шероховатость 6,3, да, это шероховатость из-под сверла такая даже, ну, я бы сказал, что сейчас можно и сверлить намного точнее, да, то есть шероховатость обеспечивает, но все же. Дальше, когда вы нашли все вот эти перпендикулярности, да, посмотрели все какие-то допуски, вы понимаете, что в принципе эта деталь поддается изготовлению на самом простом оборудовании. Но так как вы имеете опыт работы, да, вы трудитесь на каком-то предприятии, то, конечно, у вас есть определенный набор оборудования, который вы примеряете к этой детали. То есть, если у вас нет банального сверлильного станка, то, конечно, вам невозможно будет просверлить вот это отверстие. Если его, конечно, не отлили сразу, все равно его надо будет рассверливать, да, как минимум. Ну, а может быть и не надо, потому что здесь допуска все свободные, но предположим, что оно как бы точное, да. То есть это понятно. Если у вас нет токарного станка, вы не сможете проточить, вы не сможете нарезать резьбу. Если, конечно, это не штучное производство, вы не будете это делать каким-то мечком, да. Но все же это, опять же, нужно анализировать с учетом имеющегося у вас оборудования. Я скажу вам так, что еще немаловажно, я бы сказал, очень важно, это подготовка производства. Подготовка производства, да, имеется в виду, то есть вы должны, взглянув на чертеж, уже начать понимать, вы поймете меня, вы сейчас, может быть, кто-то учится, кто-то уже работает, там первые, так сказать, шаги делает на предприятии, да, но когда-то он перейдет в разряд уже такого опытного инженера, возможно, руководителя, да, крупного, и он уже поймет, что, взглянув на деталь, он примерно будет понимать, какой объем работы, каких отделов, каких специалистов затронет эта деталь при подготовке производства. То есть, когда вы начнете подготавливать производство, да,
вы поймете, что, допустим, вот под углом отверстие просверлить, это надо какое-то приспособление. То есть, ну, вы понимаете, что у вас сверло, допустим, вот оно, сверло, да, на станке, оно может быть так, оно может быть под каким-то углом. Конечно, если у вас обычно радиально сверлильный станок, то, чтобы вам просверлить вот так деталь сверлом, да, вам, конечно, надо саму деталь, станок же вы не повернете, то есть вам надо вот это отверстие, оно должно быть вот так расположено. И, соответственно, ну, вся деталь будет расположена вот так, то есть ее нужно повернуть, как-то забазировать, тут упоры поставить какие-то, да, ее зафиксировать как-то, эту деталь, зажать, да, и потом уже просверлить вот это отверстие. Но, опять же, все зависит от вашего технологического оборудования. Вы можете, к примеру, взять... У вас, если с поворотной головой какой-то 5-осевой обрабатывающий центр, вы можете поставить просто эту деталь, да, на опоры, да, зафиксировать как-то. И, ну, здесь, конечно, вы не зафиксируете, неправильно, да. Ну, как-то зафиксировать, я не знаю, ну, здесь зафиксировать. Так, и здесь какие-то упоры, и здесь упор поставить. И подведя, допустим, вот сверло, да, мы его так изобразим штрих-пунктиром, да, штриховым, вернее. Потом подвести сюда, повернуть вашу голову, да, приводной инструмент. А уже так. Так. И уже просверлить прямо насквозь это отверстие в таком положении. Видите, как, соответственно, подготовка производства. Здесь вот вы можете просто обычное УСП, ну, в принципе, можно и там УСП, универсальное сборочное приспособление использовать, но все-таки вы уже будете понимать, как происходит этот вопрос. Самое главное, коллеги, что... Не надо никогда бояться. Многие боятся, что у них что-то не получится, они что-то пропустят. Вы поверьте, я за свое 21 год работы, уже более 21 года, да, я насовершал столько ошибок, столько было выпущено некачественных деталей. Были ключевые ошибки, которые там чуть не срывали планы производства, потому что где-то вот у меня был случай, я расскажу так уже вам, да, что был даже случай, когда я ошибся на 2 сантиметра, да, представьте, на 20 миллиметров просто диаметр, ну, что-то, я не знаю, в каком я был состоянии, когда я чертил чертеж, и мы это приспособление ждали очень долго, его изготовили, поставили на станок, а деталь там болтается просто как вообще, как в ведре веревка, да, то есть... И было столько крика, меня даже депримировали тогда, но все-таки, понимаете, эту историю я запомнил очень надолго, и я понял самое главное, что не надо бояться ошибаться. Конечно, это плохо, но по-другому вы просто не научитесь. Если вы будете все по 1000 раз перепроверять, вы будете работать очень долго, нудно, вам это надоест, и вы в итоге с этой профессией попрощаетесь. Но если вы будете, как говорят, творить, у меня даже есть такое видео, да, что инженер должен творческим быть, да, он должен творить, вы будете творить, вы будете порхать, вы будете все делать налегке, да, где-то ошибаться, но все-таки, конечно, да, есть моменты ключевые, да, какие-то договора, контракты, где необходимо 100 раз перепроверить, потому что это большие деньги, это серьезный вопрос. Конечно, там вам нужно будет посидеть подольше, углубленно поработать, но и там вас проверят более опытные коллеги и не дадут вам совершить какие-то ключевые ошибки. Поэтому не надо бояться, смело учитесь, получайте образование. И я думаю, что каждый инженер найдет себя в этой профессии и сможет в лед, просто, как я всегда говорю, читать любой чертеж, оценивать масштабы подготовки производства и возможности своего предприятия. Если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Не забывайте делиться с друзьями. Я думаю, будет полезно, потому что у вас коллег, скорее всего, много. А у меня на этом все. Всем добра. Пока-пока.